Спонсор выпуска – магазин Опершоп. Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич. Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Что это у тебя за журнальчик? Это журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. Его Александр Дёков мне один такой задарил. Издает фонд «Историческая память» во главе с нашим другом Сашей Дюковым. И вот у меня есть свежий номер. Ну, относительно свежий. Это номер 1 за 2017 год. Его мне привез руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Семендей, с которым мы записали программу на цифровой истории. Отлично. Но рассказали не все, а хочется рассказать побольше. Дело в том, что вот в этом журнале опубликованы архивные находки по проблематике германско-прибалтийских отношений в 1939 году. И находки, прямо скажем, не безинтересные, которые они проливают свет на истоки заключения договора о ненападении между СССР и Германией, в частности, на прибалтийскую проблему, которая, вопреки позиции ряда современных, а также иностранных исследователей, совершенно точно существовала. Почему она существовала? Потому что весной и в начале лета 1939 года прибалтийские государства, в особенности Латвия и Эстония, совершенно четко перед всем миром обозначили свою прогерманскую позицию. И вот мы сейчас об этом поговорим и зачитаем те документы, которые Владимир и его коллега Николай Кабанов нашли в прибалтийских архивах и вот здесь вот впервые опубликовали. В прибалтийских архивах? Да, это прибалтийские документы, это дипломатическая переписка, которая демонстрирует позицию прибалтийских политиков, а также их оценку общественных настроений в прибалтийских странах, в частности, вот в Эстонии мы сейчас посмотрим, накануне заключения договора о ненападении. Но я напомню, что до договора о ненападении, который заключил с Германией Советский Союз, были договоры о ненападении, которые заключили с Германией Эстония и Латвия. Вот. И эти договоры были очень своеобразны. Ну, сначала про общую ситуацию. Немножко разовьем тот сюжет, который мы уже обозначили в большой программе про пакт Молотова-Риббентропа. Итак, Прибалтика перед началом Второй мировой войны – это три государства – Литва, Латвия и Эстония, которые не одинаково оцениваются из Берлина. Главные претензии у Берлина к Литве. Почему? Потому что после Первой мировой войны молодое государство Литва захватило принадлежавший до этого Германской империи порт на Балтийском море под названием Мемель, ныне известный как Клайпеда. Исконно немецкий? Да. В этом городе основное население, в его предместьях основное население это были балтийские немцы, либо уже германизированные литовцы, и это порождало этнические конфликты, собственно, внутри города, а когда к власти пришла уже нацистская партия, то и конфликты непосредственно с государством Германии. То есть, вот были такие определенные сложности у Литвы с немцами. Но, с другой стороны, у Литвы существовали и серьезные территориальные проблемы с соседней Польшей, потому что Польша, в свою очередь, захватила, как известно, город Вильна, то есть древнюю столицу Литвы, и это было воспринято в литовском обществе очень болезненно. То есть Польша оценивалась как захватчик, агрессор и узурпатор. И все 20-е и 30-е годы между Польшей и Литвой очень жестоко искрило. Вот. Ну и поскольку два могущественных соседа у Литвы были соперниками, конкурентами, и с ними существовали территориальные споры, то, естественно, Литва пыталась ориентироваться на третьего регионального игрока, с которым вроде бы таких споров не было. А третьим региональным игроком был Советский Союз, и даже разница в социальных системах этому не мешала. Вот. Поэтому Германия на Литву смотрела с большим опасением, а после прихода к власти Гитлера, то и с недоверием и достаточно агрессивно. Вот. А Советский Союз, наоборот, смотрел на Литву как на своего рода
такую как бы точку опоры в регионе и возможного союзника. Иным образом складывались отношения между Эстонией и Советским Союзом. Эстония к Советскому Союзу относилась негативно, и это было вызвано в первую очередь географическим положением, потому что из всех прибалтийских государств Эстония ближе всего. Да? Эстонцы не без оснований, конечно, боялись действий Коминтерна. Вот. С другой стороны, Эстония была таким окном в Европу для Советского Союза. Вот еще в годы Гражданской войны это было одно из первых государств, которые Советскую Россию признали, и именно через Эстонию велась торговля с западным миром. То есть, вот эстонский капитал, эстонские посредники, вообще западный капитал, работавший в Эстонии, он достаточно энергично и ловко воспользовался теми возможностями, которые открылись после окончания Гражданской войны, когда большевики укрепились и хотели торговать, им нужно было торговать, а возможности для этого не было, потому что остальные страны не признавали Советскую Россию. Вот через Эстонию тек поток золота, картин, разных самых товаров на Запад, которые большевики продавали для того, чтобы, в первую очередь, избавиться от голода, да, как бы преодолеть катастрофу голода времен Гражданской войны. И, в общем, успешно с этим справились. Да, руководил этим будущий нарком иностранных дел Максим Максимович Литвинов, который занимал пост полпреда в Таллине. Вот. Но вот эта роль торгового посредника, да, существовавшая в первые годы существования независимого эстонского государства, она постепенно сошла на нет, потому что Советскую Россию, потом Советский Союз признавали и другие государства, там, Швеция, Англия, Франция, и последними признали Соединенные Штаты в 1933 году. И постепенно Эстония, она провела и все больше и больше переходила на антисоветские позиции. Вот. И уже в годы, например, Советско-финской войны мы увидим сотрудничество между Финляндией и Эстонией. Финляндия и Эстония сближались на почве антисоветизма. Несколько иным было положение Латвии, там тоже были сильные антисоветские позиции, вот. Но Латвия, сказать, в меньшей степени была подвержена, чем Эстония, вот этому, сказать, антисоветскому ражу, но Германия рассматривала Латвию, как и Эстонию, как зону своей будущей колонизации. То есть в нацистской Германии с самого начала выстраивались планы сначала политического подчинения Прибалтики, а затем и, собственно, естественного ее втягивания такого аншлюса в Рейх, вот, с последующей колонизацией, то есть переселение на прибалтийские земли немецких колонистов. Я напомню, что в Прибалтике часть высшего слоя занимали прибалтийские немцы, это была точка опоры Рейха, но и буржуазные круги этих прибалтийских государств также начинали тяготить к Германии, потому что видели именно в этом игроке главное спасение от возможности советизации, от возможности прихода большевизма и, соответственно, национализации их предприятий. Вот. Но а что касается вот народов, да, трудового народа, представителей пролетариата и крестьянства, там были несколько другие представления, что мы сейчас увидим из документов. Вот. Но первой задачей, которую ставил перед собой Рейх, был, естественно, вот в Прибалтике. Это был возврат Мемеля. Я напомню, что долгое время Гитлеру удавалось срядиться в тогу защитника сугубо узкогерманских интересов. Гитлер говорил, что нам никаких чужих земель не надо, мы ничего захватывать не. То есть он Mein Kampf-то написал, что он хочет завоевать Россию. Но когда он стал политическим деятелем, он вроде бы от этой декларации не отказывался. Вот. Но для Запада, в принципе, и для Востока, когда ему это было выгодно в дипломатическом общении, он говорил, что с Германией поступили ужасно несправедливо.
территории, населенные немцами, входят в состав других государств, и в этих государствах немецкие меньшинства жестоко угнетаются, поэтому задача фюрера германского народа, да, германской нации в том, чтобы защищать немцев во всех точках, где они оказались, и, так сказать, максимальная защита может быть обеспечена только тогда, когда эти точки вольются, снова вернутся в лоно истинно немецкого государства. Поэтому мы будем бороться за то, чтобы все эти точки, все эти регионы, да, возвращались в состав немецкого государства. Ну, собственно, на этом был построен аншлюз Австрии сначала. Да, мы воссоединились с австрийцами, потому что это естественный ход вещей. Да? Все немцы должны быть в одном государстве. Дальше это история с Судетами, которая вызвала к жизни Мюнхенский сговор. И вот сразу после того, как была захвачена остальная Чехословакия в марте 1939 года, сразу же Гитлер предъявляет жесткий ультиматум Польши по поводу Данцига, которая не принимает этот ультиматум, отвергает и, значит, начинает готовиться к войне, и Литве по поводу Мемеля. А вот Литва, в отличие от Польши, она с этим ультиматумом соглашается. Почему Литва с этим ультиматумом соглашается? Потому что традиционно прибалтийские государства ориентировались на Англию и Францию, зажатые между двумя, так сказать, такими крупными игроками, как Германия и Советский Союз, прибалты пытались лавировать и уповать на то, что вот за границей нам поможет. Там французы, сильные победители в Первой мировой войне, и англичане, они будут гарантами нашей независимости и территориальной целостности. И на бумаге так оно и было. То есть и Англия, и Франция гарантировали вхождение Мемеля в состав Литвы. То есть это были границы международно признанные. И Англия и Франция подписывали конвенцию об этом, так сказать, по присоединении к Литве. Вот. Но Мюнхенский сговор перевернул всю эту конфигурацию международных отношений. Здесь я бы хотел коснуться, мы сделаем отдельную программу про Мюнхенский сговор, но я бы просто хотел коснуться вопроса соотношения Мюнхенского сговора с пактом Молотова-Риббентропа. Значит, обычно пытаются эти договоры сравнивать и искать в них отличия. Там, вот здесь было не так, как здесь. Это абсолютно абсурдный тупиковый путь. Их надо не сопоставлять и искать в них различия, а обозначать причинно-следственную связь. Пакт Молотова-Риббентропа был бы невозможен без Мюнхенского сговора. Потому что Мюнхенский сговор, еще раз повторюсь, он обрушил всю систему международных отношений. Он показал, что великие державы, подписавшие договоры, с легкостью от них отказываются. И, соответственно, никакой договор не может быть, ни в каком договоре не может быть уверенности. Никакая коалиция не может быть прочной. И в первую очередь не может быть прочной коалиция, в которой участвует Франция. Потому что именно Франция продемонстрировала в течение 1938-1939 года свою полную неспособность отвечать за свои слова. Первый раз она это продемонстрировала в Мюнхене, когда Англия не была, но Франция была союзницей военной Чехословакии, и она должна была в случае нападения на Чехословакию Германии объявить бы Германии войну и ударить в тыл. И у нее был еще один могущественный союзник на Востоке – это Советский Союз. То есть, казалось бы, в тот момент объединенные коалиции Чехословакия, Советский Союз и Франция легко побеждали нацистскую Германию. Легко. Но, тем не менее, Франция сдалась отчасти под давлением Англии, нарушила слово, зафиксированное в международных правовых документах и данные Чехословакии, и таким образом обрушила систему договоров. То есть, стало можно не выполнять свои договоры, и доверие французам и англичанам тоже в мире резко упало. А это значит, что государства, которые находились в Восточной Европе на линии от Черного до Балтийского моря, скажем так, осиротели. Они поняли, что в случае чего их не будут защищать эти заокеанские, не заокеанские, так сказать, в том числе и заморские. Заморские, значит, и западные державы не будут их защищать. И означало это для них только одно, что нужно было адаптироваться к новой политической реальности и выбирать между других игроков. А другими игроками были Германия и Советский Союз.
И это, в свою очередь, повлияло, конечно, и на позицию Литвы, потому что Литва была бы сильна и могущественна в том случае, если бы за нее, грубо говоря, вписывалась Франция и Англия лучше всего. Но, в общем, после Судет и после присоединения Чехии к Германии, ведь когда Мюнхенский сговор, так сказать, стал реальностью, и Чемберлен, и Даладье говорили, что агрессия Гитлера дальше не продолжится, Гитлер не будет захватывать Чехию, он умиротворен и так далее. Проходит всего несколько месяцев, и Гитлер захватывает Чехию. И западные державы, опять же, ничего не делают. Они осуждают на словах, они осуждают, Франция осуждает, Англия осуждает. Но результата никакого нет, Гитлеру никто не мешает. То есть, да, это нехорошо. Единственная их реакция. И вот эти державы Восточной Европы, они начинают понимать, что Англия и Франция вялые, как бы неспособные, соглашатели, они нас не защитят. Соответственно, как бы мы оказываемся в не очень хорошей ситуации между Советским Союзом с его новой социальной системой, как бы социальной, необычной и, конечно, угрожающей для буржуазии этих стран, ну и Германии, которая как бы тоже не подарок, и явно агрессивно, но в социально-экономическом смысле строй Германии более приемлем, чем строй СССР. Кроме того, ну, как бы здесь господствуют стереотипы. Мы сейчас это покажем на примере документальном, что Германия – это культурно германцы, немцы – это культурная нация, значит, а русские – это варвары. Варвары, орки, да, значит, какие-то вандалы, которые придут с Востока, значит, всех убьют и разрушат нашу европейскую культуру. Вот. Поэтому и Литва, понимая, что никто ее защищать не будет, она сразу же капитулирует, и преспокойным образом Мемель, то есть Клайпеда, да, возвращается в состав Германии. Вот. И после этого Гитлер прибывает на корабле в Мемель, торжественно встречается с местными немцами. Это его триумф. И после этого начинается уже вот Мемель, Клайпеда становится плацдармом для дальнейшего проникновения нацистской Германии в Прибалтику, политического и экономического. И следующий акт вслед за этим – это подписание договоров о ненападении с Эстонией и Латвией, которые происходят в начале июня. В начале июня подписываются эти договоры, им предшествуют интенсивные контакты политических элит и пышное празднование 20-летия освобождения Риги от большевиков, на которое прибывают, значит, ветераны Ландесвера и суда Кригсмарины нацистских. Вот, приветствую, так сказать, новую буржуазную Латвию, которая вот 20 лет назад при помощи немцев избавилась от кровавого ига большевиков. Естественно, что в Кремле на это взирают с большим опасением. То есть, вот этот визит Кригсмарины и вообще вот такое яркое обозначение немцев в регионе для Кремля – это очень тревожный сигнал. Это значит, что немцы уже двери открыли и ногу туда просунули. Вот. То есть, при этом, понятно, что совместное празднование победы над большевиками – это выпад в сторону большевистского государства. В Эстонии тоже, так сказать, Эстония тоже предстает резко антисоветским государством, она прямо ищет контактов с нацистской Германией, потому что Эстония ближе всего, повторюсь, к границе Советского Союза, да, и она, точнее, граничит с Советским Союзом, и она, конечно, в Германии видит возможного заступника против коммунистической агрессии с одной стороны, но с другой стороны она видит и, так сказать, пособников возможности Советский Союз пограбить. То есть, понятно, что маленькая Эстония сама претендовать ни на что не могла, хотя, вот, между прочим, в годы гражданской войны Эстония присоединила к себе, конечно, маленький кусочек, но, тем не менее, кусочек территории России. Вот Ивангород на том берегу Нарвы, он, естественно, это русский город древний, он принадлежал Эстонии, он был захвачен, аннексирован Эстонией, и вплоть до
начала Второй мировой войны, до присоединения этих республик к Советскому Союзу, Ивангород принадлежал Эстонии. Это был иностранный город. Вот. А Германия, естественно, так это благосклонно реагирует на эти импульсы, исходящие из Риги и Таллина, и итогом этого становится подписание договоров о ненападении. Причем есть основания полагать, что договор о ненападении имел секретное дополнение. Значит, с секретным дополнением там не все понятно. Вот мы с Владимиром Семендеем тоже это обсуждали. Значит, дело в том, что самого протокола сам протокол не найден дополнительный. Но существует так называемый меморандум Георга Дертингера, чиновника МИДа немецкого, который находится в Федеральном архиве Германии и который в своем информационном отчете номер 55 сообщает о существовании так называемой секретной клаузулы, то есть дополнения к этому договору о ненападении. Какое интересное слово — клаузула. Кляуза не оттуда происходит? Да, это однокоренные слова. Значит, итак, что же сообщается в этом меморандуме Дертингера? Здесь написано, что Эстония и Латвия, помимо опубликованного договора о ненападении, договорились с нами еще об одной секретной клаузуле. Последняя обязывает оба государства принять с согласия Германии и при консультациях с германской стороной все необходимые меры военной безопасности по отношению к Советской России. Оба государства признают, что опасность нападения для них существует только со стороны Советской России и что здравомыслящая реализация их политики нейтралитета требует развертывания всех оборонительных сил против этой опасности. Германия будет оказывать им помощь в той мере, насколько они сами не в состоянии это сделать. Прикольно. Гитлер собирается напасть на Россию, а Россия хочет напасть на Прибалтику. Да, никаких сомнений в том, что, так сказать, осуществляется последовательная гитлеровская агрессия на восток. Но вот все это облекается в такие велеречивые формулировки. Россия назначает, Советский Союз назначается главным агрессором, и для защиты от главного агрессора нужно, в общем, как мы видим, да, как читается в этом меморандуме, принять германскую военную помощь. Ну и понятно, что вооруженные силы прибалтийских государств были немногочисленные и мало боеспособные, и поэтому, естественно, развернуть все оборонительные меры без немецкой помощи они бы не смогли. Вот. И поэтому Германия, конечно, совершенно явно намеревается обозначать все больше и больше свое военное присутствие в Прибалтийском регионе, что является смертельной опасностью для Советского Союза, потому что эстонская граница находится в нескольких десятках километров от Ленинграда, чуть-чуть подальше, чем финская граница, конечно, но все равно очень близко, да, рядышком. А удар по Ленинграду был бы страшным болезненным для Советского Союза, потому что это и центр средоточия промышленности, это и порт, это и символический город русской революции, да, город трех революций, город Ленина. То есть это был бы тройной удар абсолютный. Поэтому, конечно, в Кремле абсолютно бесстрастно на это смотреть не могут. Они должны этому противодействовать. Угу. Вот. Значит, и теперь давайте почитаем документы, которые коллеги опубликовали. Они очень красноречивые. Я прочту здесь 3 документа, которые о многом нам скажут. Значит, это документы 1939 года. Первый из них – это письмо посланника Латвии в Эстонии Шуманиса министру общественных дел Латвии и исполняющему обязанности главы МИД Берзиншу о влиянии Германии на Эстонию, Финляндию и Латвию и об истоках прогерманских настроений в местных правящих кругах. Высокочтимый господин министр, касательно сообщения коллегии Криевинша от 9 января о влиянии Германии на Эстонию, мне бы следовало сказать, что этот вопрос я не столь основательно изучил, чтобы дать об этом окончательное заключение. Мне следует согласиться с версией информатора коллеги, что некоторые признаки вроде бы указывают на большую близость отношений между Эстонией и Германией, на большую близость отношений между Эстонией и Германией, нежели между Латвией и Германией. По моим наблюдениям, следующие признаки можно считать обоснованными. Внимание.
Эстония считает Россию врагом номер один. После того идет Германия. В Латвии, как известно, чаще встречается противоположное мнение. Разница взглядов здесь кажется достаточно нормальной и понятной, если принимать во внимание наше географическое положение. Из указанной нумерации врагов проистекает также многое, относящееся к общим отношениям. Министр Сельтер мне многократно в пессимистическом настроении рисовал ту судьбу Эстонии, которая наступила бы, если бы в войне между Россией и Германией Эстония подпала бы под власть России. Это не исключено, ибо русские не скрывают. Вот чего русские не скрывают. Это очень важный момент, чего не скрывают русские. Русские не скрывают, что в случае нападения Германии они не будут ждать, пока немцы подойдут к границам России. Это означает, что переход немецкой армии через Эйткуны вызвал бы движение русской армии через Нарву. То есть речь идет не о том, это я обращаю ваше внимание, дипломатическая переписка, да, секретная, где нет необходимости как-то лукавить. Вот здесь конкретика, да, есть четкая конкретика. Речь идет не о том, что что Советская Россия собирается напасть на Эстонию для того, чтобы захватить ее территорию. Речь идет о том, что если Германия двинет свои войска через Прибалтику с запада, то советские войска пойдут ей навстречу с востока. Соответственно, они пойдут через Эстонию, конечно, да, чтобы не встречать на своей территории. Это естественная логика военной науки нам об этом говорит. Министр Сельтер из этого делает мрачное заключение и находит наши... я прошу прощения, я пропустил. Литва и Латвия тогда могли бы попасть под немецкую оккупацию, тогда как Эстония под русскую. Министр Сельтер из этого делает мрачные заключения и находит наше положение лучшим. От Германии, какая бы она ни была, нельзя ожидать таких дикостей, как от России. Эксперты, да. Достаточно пленить, уничтожить или выслать 10 тысяч эстонских интеллигентов, чтобы эстонский народ в скором времени вообще исчез. Ну, вот у нас Эстония просуществовала под, руководством в составе Советского Союза. Под гнетом репрессий. Да. Массовые убийства, эстонские интеллигенты никуда не делись. Да. Странно. Это мнение в здешних правящих кругах часто встречается, и из него вытекает многое. Германия некоторым мнится как помощник и спаситель от русской угрозы. Это мнение также родственно финскому мнению, только не столь ярко проявляется, ибо в Эстонии еще помнят немецкие недобрые времена, чего финны не знали. Имеется в виду, что да, правящий слой в Прибалтике состоял из балтийских немцев. Ну, у финнов из шведов, но шведы с ними так подобрее были. Таким образом, между Эстонией и Финляндией в политической оценке имеется известное сходство. Было бы трудно исследовать, появилось бы описанное мнение эстонцев под воздействием появилось ли описанное мнение эстонцев под воздействием финнов, но, как уже сказал, такое мнение могло родиться и без чужого влияния, принимая во внимание только географическое положение и выше цитируемое резонерство. Сходство эстонцев и финнов в оценке положения, конечно, дает возможность германофилии Финляндии еще более воздействовать на тамошние умы. Это, обращаю внимание на германофилию Финляндии, январь 1939 года. Да. Да? Это особо относится к военным кругам, для которых в Финском морском заливе существуют многие общие задачи, обращенные против одного и того же вероятного противника. О прямом немецком влиянии на армию Эстонии у меня доказательств нет, но есть некоторые признаки, свидетельствующие о весьма хороших отношениях. Посещение бывшего генерала Бломберга, поездки представителей армейского штаба Эстонии в Германию и так далее. В последние дни многие армейские офицеры Эстонии награждены германскими крестами Орла. Лучшую атмосферу между Эстонией и Германией помогают создать также здешние балтийцы, которые, насколько я мог наблюдать, ничуть не настроены столь яро против большинства народа, как это имеется в Латвии. Последний фактор особенно может повлиять в благоприятном смысле на эстонско-германские отношения в других областях жизни. Обычно сообщения германской прессы, идущие из Сталина, исполнены более миролюбиво, чем идущие из Латвии. Конечно, вышеописанное является только отдельными фрагментами из общей картины. К этому вопросу вернусь, когда у меня будет полная ясность. С глубоким уважением, Шуманс. Итак, это январь 1939 года. Ну, красноречиво. Ну, конечно, да.
Зачитаем еще один документ. Это... картина-то, если так уж совсем отстраниться, картина-то, конечно, печальная. Это ж вы фактически всю сознательную жизнь между молотом и наковальней существуете. Конечно. И просто вынуждены выбирать чью-то сторону. Тут показательно выбираете сторону нацистов. Прекрасно. Между прочим, мы в той войне были на стороне добра. Да. Говорят, даже Бог был с нами, а не с ними. Значит, следующее донесение от 17 апреля того же автора. Это донесение. Я, с твоего позволения, на карту посмотрю. Я местами не понимаю, кто с кем граничит. Так, кто следующий? Донесение того же автора министру иностранных дел Мунтерсу. Ага. Это посол в Эстонии, в Латвии. Да. Посол Латвии в Эстонии, прошу прощения, отчитывается своему патрону. Тоже очень интересно. Высокочтимый господин министр, в связи с наступлением обострения международного положения, это уже предъявлен ультиматум Польши, и уже Клайпеда перешла к немцам. В связи с наступлением обострения международного положения здесь все более возрастает тенденция в нумерации вероятных противников ставить Россию на первое место. Ныне становится особо заметным расхождение во взглядах, существующих с одной стороны в правящих кругах, а с другой стороны в народе. Это про Эстонию. В народе по-прежнему наибольшим врагом считают немцев. Это по большей части объясняется внутриполитически. В народе нередко проявляется мнение, что русские были бы меньшим злом. Совершенно противоположно на нынешнюю ситуацию смотрит государственный аппарат Эстонии и, можно сказать, почти вся интеллигенция. В этих кругах существует определенный взгляд на Россию как на врага номер один. Этот взгляд, вероятно, в слишком яркой форме вам высказал министр Сельтер при последней встрече в Риге. Фактом является то, что лица, состоящие на государственной службе Эстонии, гражданской или военной, в один голос с удовольствием при каждом удобном случае используют убедительные мотивы, чтобы доказать, что Россия является самым опаснейшим врагу. Разговоры на эту тему происходят очень открыто, так что трудно помыслить, что посланнику Советской России они были бы неизвестны. Ситуация прям как сейчас. В беседе с министром внутренних дел Эстонии я спросил об этой особенности, на что министр пояснил следующее. В правительственных кругах с опасением взирают на то, как в народе в широких размерах существует благожелательное настроение к русской угрозе. Такое настроение в критический момент может привести к тому, что в народе не хватит достаточной силы и духа, чтобы взяться за оружие против русских. Против немцев настроение в народе все время было решительным. Такое же, как в 1919 году, когда добровольцы стекались в Цесис, чтобы биться с ландесвером. Такой отваги против русских не было никогда. Так это, извини, перебью, это говорит о том, что они не видят, это неправильные формулировки, они не видят угрозы в России. Ну, конечно. Это ключевое. А вы приписываете, что они положительно к угрозе относятся. Они не к угрозе положительно относятся, они ее не видят вообще. Этот вопрос обсуждался... Эстонский народ в мудрости своей не видел со стороны России угрозы. Так. Этот вопрос обсуждался на правительстве и всему аппарату и государства, и самоуправлений, а также учебным заведениям дан намек внимательным образом заботиться о том, чтобы в народ внедрились правильные понятия об угрозе, которая эстонскому народу и государству может исходить со стороны России. Эту работу особенно тщательно следует вести в приграничье с Россией, где к вышеописанным мотивам русское меньшинство присовокупляет также русские национальные симпатии. У меня нет ни малейших причин оспаривать высказывания министра Вейермаа. Только хотел бы отметить, что они намного понятнее представленной министром Сельтером версии. Указанную инициативу правящих кругов Эстонии, мне кажется, можно даже приветствовать. В связи с появившейся в газете города Караляучи новостью о декларации Литвинова и о нашем ответе, сейчас я поясню, что такое декларация Литвинова. Значит, Литвинов – это наш нарком иностранных дел, предлагает Советскому Союзу Англии и Франции дать гарантии прибалтийским государствам, гарантии их невмешательства, гарантии, что если на них нападет Германия, то все три державы вступят в войну.
Короче, и Эстония, и Латвия отказались от этих гарантий. Об этом будет следующий документ. Это очень такая красноречивая история, которая также позволила Советскому Союзу понять, что не особенно с ним хотят дружить. Значит, и последний документ это инициатива посла Майского. Это документ из Лондона, который министру иностранных дел Латвии Мунтерсу отправляет посланник Великобритании Заринж. Он рассказывает об общении с советским послом Майским. Значит, на приеме миссии Дании 11 мая я встретил посла России Майского. Спросил, мог бы ли я поздравить коллегу с заключением Англо-Русского союза. Майский покачал головой и сказал, что разногласия, к очень большому сожалению, существуют еще очень большие. Я спросил, вокруг чего они существуют. Мне ответили, Англия желает безопасности и удержания агрессии добиться заплатками. Иного выражения он не находит для того факта, что англичане гарантируют только безопасность Польши и Румынии. Россия же, напротив, желает безопасности и мира, начиная с Балтийского и заканчивая Черным морем. Русские на переговорах с англичанами не называли ни одного государства, но пояснили, что этот мир будет только тогда стабильным и надежным, если защищается вся указанная линия. Россия согласна принять даже гарантию Дании, если Англия гарантировала бы вышеназванную линию, но до сих пор Англия говорила только о гарантии Балкан, Польши и более ничего. Значит, этот пассаж нуждается в объяснении. Итак, чего хочет Советский Союз? Советский Союз хочет гарантировать независимость всех государств, которые с ним граничат. То есть, если Германия попытается захватить любое государство, которое граничит с Советским Союзом, а Советский Союз волновали не только, конечно, Польша и Румыния, а еще и Финляндия и вся вот эта прибалтийская триада, через которую лежит путь на Ленинград. И Советский Союз требовал гарантии вот этим государствам. Вот. Англия от этого отказывалась, потом соглашалась, потом встал вопрос о том, что считать агрессией. Потому что Советский Союз призывал учесть в договоре союзном не только прямую, но и косвенную агрессию. А что такое косвенная агрессия? Это то, что произошло против Чехии. Когда формально военных действий не было, но руководителя Чехии Эмиля Гаху просто вынудили шантажом перейти в протекторат Германии. И этот путь был, в общем, не закрыт ни для какой Прибалтийской республики. То есть, если бы путем запугивания или даже просто путем наращивания вот этой антисоветской истерии любое прибалтийское государство или Финляндия разрешило бы разместить нацистские войска на своей территории и создать таким образом угрозу территории Советского Союза, это был бы казус белли и для Англии, и для Франции, и для СССР. Но, с другой стороны, Советский Союз принимал на себя такие же обязательства в том случае, если бы эта комбинация была проделана, например, с Бельгией, и таким образом угроза была бы направлена в сторону Франции. То есть, этот проект был двусторонним. Но вот Англия с этих предложений Советского Союза съезжала и в итоге съехала окончательно, как мы увидим. И вот здесь как раз разговор с Майским, он лежит в этом ключе. Майский спрашивает посла Латвии, были бы Латвия и Эстония против, если бы три великие державы, Англия, Франция и Россия, гарантировали нашу неприкосновенность. Ну, посол ему ответил, что с его точки зрения он не против, но на самом деле и Рига, и Таллин ответили категорическим отказом. Но Советский Союз, это, кстати, важно, Советский Союз, Англия и Франция все равно продолжали обсуждать гарантии неприкосновенности этим странам, но уже без их ведома. И чтобы, так сказать, не открывать этого, они договорились, что эти гарантии будут перечислены, если союз будет заключен и договор тройственный вот этот подписан, то эти гарантии будут где обозначены? В секретном протоколе. Ну, что мы всему миру этого не покажем, но между собой договоримся, что если вот эти страны подвергнутся агрессии в какой-то форме, то мы будем считать это основанием для вмешательства. Вот такие вот любопытные документы опубликовали коллеги. И, как мне представляется, эти документы очень красноречивые и для советского руководства весьма тревожные. То есть, руководство в первую очередь Эстонии,
окончательно готовая перейти в стан Гитлера. Окончательно. Она рассматривает Советский Союз как врага номер один и чрезвычайно раздосадована, расстроена и пребывает в опасениях относительно собственного народа. Да? То есть существуют еще и большие симпатии по отношению к Советскому Союзу со стороны простого населения, да, в Эстонии и русского меньшинства, которое находится в приграничных районах. И, видимо, вот это, в первую очередь, именно вот это настроение населения, а не собственно, угроза, исходящая от Советского Союза, которая возможна только в случае вторжения. Да. Германии, как мы видели это в документах посла Латвии в Таллине, вот, именно это и подвигает верхушку эстонского государства на сотрудничество с немцами. Вот это буржуазная верхушка Германии опасается. То есть, чтобы не лишиться всего, давайте обопремся на немецкие штыки. Да, опасается своего. Эти гарантируют нам власть среди народом, который нас ненавидит, мягко говоря. Вот, поэтому настроения, которые были в Эстонии и в Латвии в 1939 году, они были отнюдь не антисоветскими в народе. Ну, во всяком случае, да. Это было очевидно особенно даже в Эстонии. Элите. Да, особенно в Эстонии это было очевидно местной элите, и местная элита была готова пригласить, или, во всяком случае, тесно сотрудничать с немцами для того, чтобы эти настроения не переросли в нечто большее. Но Гитлер относился к Прибалтике исключительно как к разменной монете, и поэтому с легкостью пожертвовал интересами своих вот этих вот. Они-то считали себя его союзниками, партнерами своих партнеров, чтобы выиграть, чтобы развязать себе руки на Западе. Да? А когда западная проблема была решена, они вернулись, но к этому моменту интересы партнеров их не интересовали уже вообще. Они защищали в Прибалтике только свои собственные интересы. Хорошо получилось. Вот. И, кое-кого взяли в СС. Послужить, чтобы истреблять унтерменшей. А, так сказать, на более высокой роли элитариям эстонцев, латышей и литовцев тоже более серьезную роль отводить никто не собирался. Вот такая вот любопытная картина у нас вырисовывается, и явно становится понятнее, почему Советский Союз пошел на этот договор о ненападении и почему необходимо было закрывать вот эти коридоры, вот этот прибалтийский коридор. Потому что верхушка этих государств, особенно Эстонии, на втором месте Латвии, на третьем месте Литвы. Литва тоже прогибалась, она боялась, ее никто не защитил. А эти государства были практически уже почти становились легкой добычей нацистской Германии и плацдармом для нападения СССР. Надо было с этим что-то делать. То есть, поскольку такие замечательные союзники, как Англия и Франция, отвалились, полагаться уже можно было только на самих себя. А как себя обезопасить по-другому, что-то как-то даже и непонятно. Да, здесь вариативность-то она на самом деле сужалась. То есть, понятно было всем, что сохранить независимость в силу географического положения своего эти державы не смогут в условиях большой войны. Надо было определяться. И, конечно, каждая страна, и Германия, и Советский Союз, была заинтересована в том, чтобы эти территории определились в их, эти страны определились в их пользу. Тем более, что существовали, так сказать, точки опоры. Да? То есть, с одной стороны, мы видим, что в Эстонии значительная часть людей симпатизировала России. Да? С другой стороны, были симпатизанты и нацистской Германии, которые в этот момент находились у власти. Да? Это были чиновники и военные. Поэтому вопрос стоял очень остро. А журнал-то выходит вообще? Да, журнал выходит. У меня только один номерок. Тут, я и Александру, и Владимиру сказал, что мы всегда рады их видеть. Да. Если всегда не могут приехать сами, пусть присылают журнал. Мы будем всякое интересное про это рассказывать и что-то зачитывать. На самом деле, журнал есть в открытом доступе в интернете. Так что вот эти документы можно найти, скачать. Все любознательные и распространять. Да. Вот наши знания о происходившем в 1939 году серьезно расширяются благодаря ученым.
Когда беседуете с сетевыми пропагандистами, которые пытаются вам навязать точку зрения, как все было, надо отправлять к документам, ознакомьтесь, как было на самом деле. Не так, как вы рассказываете, а как на самом деле. Да. Интересно, познавательно. Да, здесь еще шикарная статья вот в русле войны на уничтожение Джеффри Бурца под названием «Холокост в Ровно». О, так сказать, одном из страшных злодейств нацистской Германии на территории Советского Союза, на территории Советской Украины. Читать страшно, но нужно. Спасибо, Егор Николаевич. Спасибо вам, Дмитрий Юрьевич. Приходите к нам еще. А на сегодня все.